А вы знали, что в Эстонии существует треугольный черный хлеб ржаной с морковкой и со свеклой? Хлеб с коноплей, с конопляными семечками. И существует хлеб, который нельзя кушать. А что же с ним делать? Комплект для выпекания хлеба. Здравствуйте, мои хорошие. Тере-тере вам всем из магазина в Таллине. Сегодня поговорим с вами о хлебе. Какой хлеб продается в Эстонии, что интересного есть у нас по хлебам. Ну и булочку тоже возьмем. Хлеб и булка. Хлеб на эстонском лейп, а булка на эстонском сай. Какой же ассортимент в Эстонии хлеба и булок? Поговорим сегодня об этом видео. Хлеба черного, я имею в виду ржаного, в Эстонии ассортимент огромный и на любой вкус. Есть, например, вот такой. Meie Eesti, наша Эстония. Uudis leib, традиционный хлеб с семечками. Значит, здесь ржаной он, 37%, вода, семечки, этого подсолнечные, неочищенные семечки конопляные, сахар и так далее. В общем, вот такой очень интересный хлеб. Стоит он 2 евро 39 центов и 600 грамм. Потом есть Hiiumaa лейп. Hiiumaa – это остров в Эстонии, и производится вот именно в Köökepakar Hiiumaa, с острова Hiiumaa. И вот такой тоже ржаной хлеб, и стоит он евро 25, и здесь 700 грамм. Есть такой, как это, peenleip, ну, как сказать, тоненький такой он или. Вот я его люблю на кильку, светлый такой. Бывает он с тмином, бывает разный. Вот такой еще есть Вärska. Вärska хлеб. Есть Pitupäeva mustleip, черный, праздничный. Тоже очень вкусный, очень хороший хлеб. Да, здесь 500 грамм. И вот здесь все из ржаной муки. Вот еще один хлеб. Это ручная работа. Тоже Hiiumaa. Евро 5 он стоит. Здесь вот он совсем такой черный, прям черный. А здесь тоже он ржаной. Здесь в составе еще есть семена льна, вода, пшеничная мука сюда добавлена. И здесь внутри повидло из сливы, сушеных слив, из яблочного пюре, глюкоза, фруктозовый сироп, сахар и так далее. Вот такой интересный тоже хлеб. Евро 0,5, 360 грамм. Ручная работа. Это все käsityö. Пиалина тералей. Смотрите, какое у нас огромное количество. Вот кодуканти, реге кирпичиком, традиционный черный. Есть хлеб у нас с коноплей, а это такой светленький, видите, да? Вот его я люблю на кильку почему-то. Вот еще этот Taistera семна лейп приготавливается 25 часов без Е. Традиционный, 100% рожь. И вот что здесь в составе. По жиру он 8,2 жира. И с этими семечками вот тут видно, да. И стоит он евро 85, такой прямо плотный. Этот вот идет как в рöstimisex, в тостер. В тостер это новинка, 89 центов. Хорошо его в тостер. Не булку, а именно хлеб в тостер. Тоже этот ржаной. Потом есть вот такой с семечками ржаной. Семечек много, евро 19, 280 грамм. Такой вот домашний с семечками, 75 центов здесь, 280 грамм. И вот эти все тоже с семенами.
с семенами хлеб. Есть еще с конопляными семечками. Ага, вот муж мне показывает, что там конопля. Да, этот хлеб веселый с конопляными семечками. И внутри конопляные семечки. Он есть целиком, а так вот евро 240 грамм. Он есть еще и как бы большой, в смысле длинненький, да, такой. А это половинка, я к чему? Это половинка. Какой хлеб? Да. Органди, морковный хлеб. Морковный хлеб. Написано, Смотрите, какая у него форма. Секретный заячий рецепт. Секретный заячий рецепт. Форма у него треугольника. Это треугольничек, видите, да? Треугольничек, и там внутри морковь. И стоит он? Давайте посмотрим, что в составе. Евро 65. Здесь 390 грамм. А там, значит, вот это рожь, вода, цельнозерновая мука ржаная, сахар и, да, и эти морковки, не евро 18, как он. 1,8% моркови ривит тут. Смотри еще какой. Ага. Это этот самый впереди. Этот со свеклой, свекольный. Да. Посмотрите, какого он цвета. Тоже видите, да? Евро 59. Евро 59. Этот треугольник. Нет, он евро 75. Евро 75. Он со свеклой. Свеклой, да. Да, вот как интересно. А еще у нас в Эстонии продается вот такой хлеб. Твердый и тяжелый, как кирпич. Тут целый килограмм. Тут только гвозди забивать. Стоит он 3,79 килограмм. Зачем он продается, если он такой твердый? Как его есть? Может быть, отламливать? Нет. Нет, это специальный хлеб для приготовления кваса или пива в домашних условиях. Представляете себе? Берете вот такую краюху, приносите домой, и здесь вам вся инструкция на 3 языках. Состоит этот хлеб из порошка ржаного солода, воды и ржаной муки. Рецепт приготовления пива или кваса. Кому нужно, остановите кадр и почитайте. На 1 килограмм хлеба для домашнего приготовления пива или кваса разломать на куски этот хлеб, завязать в марлю, сверху налить 10 литров кипящей воды, дать жидкости постоять с закрытой крышкой емкости в течение нескольких часов, затем марлю с содержимым удалить, добавить в емкость сахар, сколько для кваса, сколько для пива, дрожжи. Какая температура должна быть? Для получения кваса жидкость нужно выдержать 5-10 часов в тепле, потом переместить в холодильник, а для пива перелить в емкость для брожения и оставить бродить в теплом месте на 12-24 часа. Представляете себе, что есть в нашей Эстонии, что продается, как интересно. А еще есть хлеб без глютена, 2 евро 19 центов, вот такой. Очень миниатюрный, миниатюрная буханочка, очень миниатюрная. Здесь грамм вообще прям очень мало. Подходит для веганов и без глютенов. 19, 230 грамм всего. Еще есть здесь хлеб, еще один с конопляными семечками. И есть хлеб гречишный из гречки. Татралейп. Стоит он 3 евро 19 центов, 350 грамм. Пшеницы не хватило? Да, пшеницы не хватило. Этот покупаем мы чаще всего. Он хлеб этот бездрожжевой. В таком и в таком варианте. Бездрожжевой хлеб евро 15. Есть и еще есть без дрожжей хлеб. Этот вот хиюма, о чем я вам рассказывала, на острове Хиюма делается. Сюда в этот хлеб не добавлено пшеничная мука нисколько и дрожжи не добавлено. Стоит он 2,15, 350 грамм. Еще есть вот такой из морковки порганди сеппик. Сеппик это не булка, не хлеб. Это нечто серое, полезное. Вот эта мука. И она не содержит нисколько сахара. Морковь, пшеничная мука и вот такое. Это вот морковочку видно. Из, грубо говоря, белой булки у нас есть обычная белая булка в виде, чтобы в тостер, чтобы вот такие XL, маленькие всякие, а из полезного вот такие
сепики, тейстера, то есть здесь тоже цельнозерновые, они такие уже цвет серый имеют, да, евро 65, то есть это уже из полезной необработанной муки. Цельнозерновой. И вот эти вот сепики, видите, они и темные есть, и есть с отрубями, есть с овсянкой, да, и овсянкой, и отруби, и чего здесь нет. Вот это называется сепик. Смотрите, какой огромный. Это прямо написано, что для сердца хорошо, сютама сепик, да. Это для веганов подходит вот этот вот. Этот с витамином D, например, кайра. Овсяный, овес. Овес и D-витамин 350 грамм, они по евро 20, по евро 20 примерно. Еще есть вот такое овсяное с, тоже как сепик, с клюквой. Клюква сушеная, евро 19, он очень мягкий, прямо как пух. И вот тоже, это уже полезные вещи. Этот с изюмом, юбилейные булки, но это уже так из ряда не полезного. А это, вот этот очень хороший. Еще один остров есть в Эстонии, и называется он Муху. И вот с этого острова Муху, вот, например, в магазине Риме мы сейчас с вами находимся, представлен тоже их хлеб с семечками, черный ржаной хлеб за 2 евро 10 центов, 425 грамм. Вот его состав: ржаная мука, вода, сахар, семечки. И он бездрожжевой. Перми и олелиса тут. Бездрожжевой хлеб. Вот этот мухулейп. Еще вот такой с тмином и с тыквенными семечками, с семенами. Вот. Он тоже бездрожжевой. Стоит 2 евро 10 центов. Здесь тоже с орехами. Сарапу эти орехи. Потом со специями. Очень мягкий, вот, очень пахнет здесь в этой полке. Содержит только природный сахар, природные сахара. Дрожжи опять не добавлены. Вот это вот половинка, а вот это все узоры, вот такие национальные эстонские, красивые, вот эти узоры. И 850 грамм он стоит вот такой целый, он тоже бездрожжевой. И соль здесь морская добавлена. Вот такой хлеб. И из белого, из светлого хлеба у них ржаной сепик. Это уже не хлеб, как бы, да, но вот сепик, мы говорили с вами, как беленький такой. 3,82 стоит эта буханка. 560 грамм. Здесь пшеничная мука, вода, пшеничная мука, пшеница, отруби, морская соль и различные коренья. И опять не добавлены дрожжи. Перми и олелиса. Еще была булка, но она уже кончилась. Если посмотреть со стороны на хлеб, вот в любом эстонском супермаркете, вот я так вот отойду подальше, и вот так это будет хлеб и булка. А выглядеть у нас огромное количество разнообразного вот этого хлеба. Этот мы уже с вами видели, по-моему. Да, тут, в общем, его из магазина в магазин можно переходить. Попадаются разные такие, те, которые мы с вами еще не видели. Вот еще один тейстера, например, хлеб. Такой за евро 50 мы его не видели. Я еще люблю очень вот этот. Он такой как будто тяжелый и влажный. Тоже очень вкусный, черный, ржаной. Вот еще небольшой такой ржаной. Евро 29, то есть здесь на любой вкус, кошелек и на что хотите. И очень еще у нас популярны такие кори-клей, как будто горбушечки две вот склеенные между собой, вот это половинки, намазываешь чем-то там рыбку или что-то кладешь наверх, и вот это очень вкусно. Они разные-разные, есть тоже круглые, прямоугольные такие, вот этот рукки-пала есть с проросшими семенами и вот всякие другие. И в светлом, и в темном варианте.
Вот, и в виде такие серые. Серого цвета они тоже как бы есть, ну, понимаете, мука, да, более полезная. Есть светлые. Есть на кефире, здесь где-то был кефир, это такой как сепик или что-то на кефире. Это из 5 видов разных зерен, виллят как бы. Митме вилля, вот еще одна тоже из разных сортов. Там и пшеница, и овес, и рожь, и все на свете. Очень мягенькие такие, вкусные всякие. Они есть с морковью, они есть с сыром. А вот кефириса, это на кефире булочка. И лаваши. Лаваши у нас по евро 50, евро. Раньше был евро 0,5, уже евро 25. И вот здесь еще хлеб. Немножко отступлю от своей темы хлебной. Расскажу, что в Риме есть у нас специальный отдел, очень большой, который, ладно, вот производитель хутора. И здесь и специи, мед, и чаи, и прочее. И очень много сыров, колбас и так далее. Все хуторское. И в том числе хлеб. Вот, например, талу лейб. Тоже он ржаной. Стоит 2,89, здесь 500 грамм. Экологически чистый черный чеснок. Экологически чистый черный чеснок. Это не относится к хлебу. Подожди. Так, вот еще такой кругленький черный хлеб тоже. Маркуна. Есть вот такие еще из чесночной с конопляные. И здесь вот еще написано, мы взяли чесночные, я написала уже, сказала уже, да. Сипола, еще луковый. А вот с жареным луком. Жареным луком вот такие вот хлебушки по 2,89. Тут 300 грамм. Малюсенький такой, ну вот в ладошке у меня. Так, здесь еще есть яблочный сок и грушевый 11,95, морковка, вот это вот их талу. Я немножко отступлю. Да, вот это экологически чистый черный чеснок. Яблоки сушеные 4,50, а чеснок это коробочка 6 евро 75 центов. Морковь 2,69. Старая добрая коровка 2,79, как раньше. Еще это есть, да. А это шарики в ирисе, сладкие в ирисе шарики, кукурузные шарики. И вот потом их хуторской товар здесь. Рождественское мороженое, зимнее мороженое. Господи, что я говорю? Варенье. Мороженое. Это все варенье. Да. А я думаю, что это хорошо вкусно. Я иногда такое несу, потом при монтаже слышу, что вообще не про это. Варенье, извините, так много говорю. Потом это еще переводишь все это. Брусничное варенье, клюквенное варенье, глёк из черной смородины от 10 евро. Это raspberry малиновое. Ручной работы вот такой вот тоник. А это из клюквы горчица 4,20. Вот, это козий сыр по 6-7 евро. Это ноприталу. Это все с ноприталу, с черным чесноком и так далее. Это их сыры. Талу это хутор. Это все от них. Мужское варенье. Что входит в состав мужского варенья, давайте узнаем. Помидор, перец, чили, чеснок, соль, толченый перец, уксус, сахар для варенья. А мясо где? Так, это куриное филе, копченое сыро, копченое, наверное. Это куриное филе копченое тоже. Вот такие здесь цены за килограмм по 18 евро. Так, и колбасы по 15 евро за килограмм. Это все хуторское. То есть не только на рынке можно взять вот палочка колбасы за 5 евро. А здесь вот в отделе специальном они тоже продаются. Не только на ярмарках. Здесь же их есть консервы.
И есть их молочка, вот прямо хуторская. Когда вот ездишь на хутор, это там все продается. И, слава богу, есть еще в магазинах, потому что с Таллина на юг Эстонии так часто не поедешь. А вот взять можно их и сметану, и творог, и десерты, йогурт, молоко, кефир, овечье, козье молоко и так далее. Йогурты с добавками, которые натуральные добавки, то есть там добавлена черная смородина или так далее. Это варенье для сыра, а это морожковое варенье за 6,69. Мороженое за 2,55. Напитки разные, сидры, вина и так далее. Так, и здесь еще очень много всего. Да, здесь пюре из тыквы и так далее. То есть заморозка, облепиха, ягоды и так далее. Ручную сделанная мармелад. Вот такие наборы шоколадные. То есть все как бы ручная работа прямо с хуторов. Это не фабричная. И шоколады здесь, и все-все. Это сухофрукты. Вот я смотрю сейчас напитки. Из рабарбара какой-то напиток. Соки, рассольник, вот эти банки все. Конопляное масло вот здесь. Рапсовое. Тудра или это что? Потом из облепихи вот варенья разные. Медовая горчица за 4. Здесь получше всякой ярмарки, я вам хочу сказать. Наборы эстонских чаев и трав перед вами. Чага, смотри. Чага, да, вот то, что на ярмарках продается. Чаи. В общем, море всего. Травы. Да, травы, приправы, чаи. Вот это все. Это мед. Все мед, меда. И здесь опять экологически чистый мед, 200 грамм, 10 евро. Смесь для приготовления блинов, одра и муки. Мука всякая разная, зеленая гречка. Ну, в общем, вы поняли, да, здесь абсолютно все. Экологически чистая ржаная мука, отруби, эти хельбет, всякие травы, манка, ну, все. В общем, огромный выбор. Ну, и здесь перепелиные яйца, по 6 евро большая упаковка. Тут есть и грибочки, и обычные яйца, лисички вот по 5 евро. Ага, здесь рыба, мясо, перепелки. Это щука в томатном маринаде, 15 500 грамм. Вот и это аджика. Это, наверное, для ржаного хлеба, чтобы печь, как это, закваска продается. И вот это луковое варенье. Это деликатес. Очень интересный вкус. Я думаю, что вот эту баночку я возьму кое для кого. Варенье из лука. Да. Здесь же в Риме огромный холодильник. Все для вегетарианцев, все для веганов. И торты, и сладости, и сыры, и все. Вон целый торт веганский. И кусочками, и сырочки, и молоко, и сливки. В общем, масло авокадо, ну, в общем, море всего для вегетарианцев. Ну, это чтобы вы знали. Выбор. Так, все, не будем отвлекаться. Так, мы говорили о хлебе вообще-то. Сейчас мы находимся с вами уже в магазине Призма. И вот здесь очень интересные тоже хлеба есть. Вот такие длинные булки. Тоже с семечками и разные булки и чиабатты. Здесь выставлены образцы, и часто можно еще попробовать, стоит тарелочка. Но сегодня раскуплено абсолютно все, но мне вам показывать образец надо все равно, не булку, поэтому вот такой черный хлеб ржаной, 2,65.
Вот такой с юрти с разными семечки, орешки и так далее, 2,55. Это такая, это как хлеб считается, это как булка 2,79, 380 грамм. Чиабатты вот здесь разные. Есть очень вкусные чиабатта с индийскими орехами и с сушеной клюквой, с сушеными на солнце томатами. Темная чиабатта с семечками. Чиабатта с жареным луком за 2,35, вот такая. И вот это наша любимая, фаворит. Дома часто ее берем. Это пэтс, как бы, ну вот краюха, или я не знаю, как это перевести, 3,65. Это чеддер с сыром. С сыром чеддер. Этот сыр прямо явно чувствуется в тесте. Вот это очень вкусно. И средиземноморская чиабатта с тыквенными семечками чиабатта. Евро 99 сегодня дешевая. Она вот чиабатта с такими длинными багетами по 3,15. Прям полметровая, наверное. Вот такой еще здесь есть у нас из хлебов интересное. Хейомовский кекс. Это очень вкусно. Это как раньше. Он влажный, он вкусный, но он дорогой такой. 5 евро. Здесь 490 грамм такой вот кусочек. Знаете, у меня раньше дедушка с кефиром такой пил. С кефиром. Так вот резал толстый, он такой влажный. И там такой изюм. Ой, это так вкусно. Вот он примерно как раньше. Это хейома кекс. Как-то это уже, по-моему, не очень хлеб или еще хлеб. То мы отклоняемся от темы. Это сладкий хлеб, переходим. Вот это мой муж любит, вот это вот сахарные сердечки с маком. Что ты не любишь, ты обожаешь. Бери, знаю я. Сахарное сердце. Тут всякие булочки, ну все. И еще я очень хотела вам показать, в Призме продается, в других местах не видела, kypsettämise комплект. Комплект для выпекания хлеба. В домашних условиях. У меня с собой суфлер, поэтому вы не удивляйтесь. В общем, как приготовить хлеб в домашних условиях. Коробка стоит, комплект, 6 евро 19 центов. А вот этот стоит 9 евро 10. Ой, здесь открыто. И мы сейчас с вами здесь посмотрим. Открой, пожалуйста, вот здесь открыто. Значит, смотрите, что входит в состав. Конструктор. Это вы делаете утром. Мы сейчас все положим на место, мы ничего не испортим. Хоммик – это утро. Вот это вы разводите по инструкции, там инструкция есть. Это вы разводите вечером. Не надо даже. Тут конфетка в виде флага Эстонии, форма, в которой вы будете выпекать этот хлеб, и инструкция, что, когда делать, как и что печь. Ты уверен, что тут все комплектующие на месте? Нет, вот тут еще. Кто-то раздербанил и что-то тут взял. А это Юртис, как он называется? не дрожжи, закваска. Да. Закваска. Вот, это стоит 10 евро. Но выглядят они все одинаково, как бы там внутри. Странно, нету Пяева. Дня нету, видишь? Нет, Павел, он настаивается. Ты же три раза питаешься в день. Вот такой набор. Вот в данном случае это как образец. Здесь 10 евро. В общем, вот а так они состоят все, только они по 6 евро 19 центов. И вот разные-разные. Хлеб можно испечь в домашних условиях. Вот это я хотела вам еще показать. Мне кажется, цена здесь зависит от того, что здесь получится хлеб, наверное, на 700 грамм, а здесь на полкило, на 500. На 500. Поэтому, наверное, подешевле. А так смысл везде один. Вот это такое вот эстонское. Kypseta ise leiba. Испеки хлеб сам. Черный хлеб. Комплект. Еще довольно много без глютена. Вот на этой стороне. Здесь мы находимся с вами в Призме. Здесь безглютеновый. Такой серый, черный. Разные здесь. Без глютена. Глютений вапа. Чиабатта. Тоже без глютена. Вот столько интересного, разнообразного хлеба, булок у нас в стране, в нашей любимой Эстонии. А сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго и хорошего. Я Кулейба. Я так.